Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Яндекс.Почта в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Яндекс.Почта в другие системы. Например, в Viber получать уведомления про новые письма из Яндекс.Почта, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Яндекс.Почта. Теперь необходимо указать действие «Получить новые письма». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почта к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать email и пароль. Перед тем, как вы укажете пароль, необходимо перейти в личный кабинет Яндекс.Почта в раздел «Настройки». Далее перейдите в раздел «Почтовые программы». В этом разделе необходимо отметить галочками с сервера IMAP и пароли приложений. Это позволит создать новый пароль для приложения Apex Drive, чтобы не использовать реальный пароль от вашего почтового ящика. Для того, чтобы добавить пароль приложения, необходимо перейти в управление аккаунтом. В разделе «Пароли и авторизация» кликаем «Включить пароли приложений». Название вы можете прописать по названию системы, в которую планируете передавать данные. Копируем этот пароль и вставляем соответствующее поле в сервисе Apex Drive. После того, как все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Укажите папку вашей почты, из которой будет происходить выгрузка писем. В данном случае выбираем папку Inbox. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». Далее необходимо подключить ваш Viber к системе Apex Drive. Обратите внимание, что Viber должен быть установлен на компьютере. Для того, чтобы подключить Viber, нажмите на логин нашего паблик-аккаунта. Далее необходимо скопировать строку для подключения Viber-бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили сообщение об успешном подключении, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Viber. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить».
На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в Viber. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!